Начинаем новое путешествие. Записалась на экскурсию в Святский палац. В Святске. Будет экскурсия по залам дворца. У меня как-то было видео на канале о этом дворце, о строительстве, его истории. Но я снимала вокруг дворца, а внутри только там в отдельных помещениях мне показали, пустили посмотреть. Сейчас же анонсируют как экскурсия заявленная, что можно посмотреть залы дворца внутри. Ну, посмотрим, что нам покажут, и я покажу это, конечно же, и вам. Итак, я выехала из Гродно в 11 утра. Экскурсия заявлена была на 12. Ехать от моего дома примерно 30 минут. Ну, накинем еще минут 10 на светофоры. И думаю, что к 11:45 я точно буду. Коровы лежат на лугу. Куда я еду? Всегда меня куда-то несет, слушайте. Но интересно. Сегодня наконец-то нет дождя, солнечно, переменная облачность, как раз то, что нужно. И вот уже и указатели, даже не пришлось включать навигатор. Около въезда на территорию комплекса есть большая стоянка. Пожалуй, ею я и воспользуюсь. Ну и как видно по количеству машин, на экскурсии я, скорее всего, буду не одна. При входе есть расписание работы. Посетить дворцовый комплекс можно с понедельника по четверг с 10 до 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 22. Ресторанный комплекс и пивоварня работают также. Я уже снимала видео про Святский дворец, и на канале оно есть. Но тогда внутри шла масштабная реставрация, и показать все мне не удалось. Но в том видео я снимала в ресторанном комплексе, в пивоварне, а также сняла гостиничные номера, которые здесь предоставляют для всех желающих. Так что, кто не видел видео, ссылку я прикреплю в конце. Ну, изменения уже видны. На входе убрали временный киоск и построили наконец-то помещение для кассы. Экскурсия стоит 25 белорусских рублей, оплатить можно картой, и вместе с билетом вам выдают вот такой небольшой буклет с описанием фактов о дворце, и можно проходить на территорию. Посещение территории возможно и без экскурсии, оно стоит 7 рублей. Многотонные валуны на территории дворцового паркового комплекса лежат тут уже не 100 лет. И масса некоторых из них от 5 до 15 тонн. Статус памятника природы присвоен этим валунам в 2002 году. И существует легенда, согласно которой неподалеку от усадьбы когда-то было языческое капище. Отсюда и многотонные валуны с особой энергетикой, но ее подтверждение пока не найдено. Дворец Воловичей в Святске называют белорусским Версалем. Ну что ж, давайте посмотрим сами. Воловичи решили основать здесь свое родовое гнездо в XVIII веке. И тогда самые могущественные магнаты считались род Сапег, Радзивиллов и Воловичей. Но могущество считалось не по размеру богатств, которыми владели магнаты, а по количеству постов, занимаемых в управлении государством. Сапеги, род Сапег, занимал более 70 постов, Радзивиллы более 60, а вот Воловичи чуть более 40. И началом строительства дворцового паркового комплекса считается 1779 год, а окончено оно было приблизительно в 1810 году. Идейным вдохновителем проекта был Юзеф Волович. Но в год начала строительства дворца он умирает, и дело продолжает его сын Антоний. Антоний Волович был шамбеляном при короле Станиславе Августе Понятовском, или, как сейчас бы сказали, советником. Должность он имел немаленькую и обладал весом и некоторой властью. Он обратился к королю Станиславу Августу Понятовскому с просьбой разрешить нанять для строительства родового имения придворного королевского архитектора Джузеппе де Сакко. Король позволяет, и начинается работа над дворцом. Изначально планировалось построить только дворцовый комплекс, но строительство затянулось. Джузеппе де Сакко умирает в 1798, и строительство ведется уже без него, но по его проекту. Почти 30 лет понадобилось, чтобы привести этот комплекс к тому виду, который мы сегодня видим. Здесь был разбит сад, парковый комплекс, который я тоже сегодня покажу, и самое главное – это интерьеры дворца. Здесь лестница, которая ведет наверх, как мне пояснили, это оригинальная лестница того времени. Ее реставрировали,
но деревянные ступени остались, те же самые, что и при строительстве дворца. К работе над интерьерами были привлечены лучшие известные художники того времени – Смуглевич и Маньковский, а также итальянский живописец Стамбари. Так что целая команда талантливых живописцев и строителей трудилась над созданием этой жемчужины для того, чтобы она стала не просто резиденцией, а настоящим родовым имением известного рода Воловичей. Количество строителей, занятых на работах над дворцом, было более 140 человек одновременно. Свою историю Воловичи вели от легендарного воина Васыгина по прозвищу Вол. Он был телохранителем короля польского и великого князя литовского Казимира Ягеллончика, и во время битвы с крестоносцами под Хойницами в 1454 году Вол спас Казимира от гибели. Во время боя в лошадь короля попадает стрела, и Вол немедленно бросается на своей лошади к королю, усаживает его на своего коня, и пока лошадь уносит короля с поля боя, остается прикрывать его с тыла. При себе у него был лук и только 2 стрелы. Несмотря на это обстоятельство, он выжил, и гербом рода Воловичей всегда были 2 разнонаправленные стрелы. Герб или паспорт, как принято у нас говорить. 2, видите, разнонаправленные стрелы. Этот герб называется гербом Багория. В принципе, он перетерпел много видоизменений, до 4 за все существование рода. Но везде, в каждом гербе обязательно будет Багория, будет 2 стрелы. Все эти росписи на стенах внутреннего убранства дворца восстановлены реставраторами, и по небольшим участкам видны остатки старинной росписи, и можно представить, какая была работа проделана. Часть анфилад комнат была оформлена в римском стиле, а другая в античном. На стенах изображали романтические пейзажи и руины, а центральное место во дворце занимал античный зал на 2-м этаже с колоннами, барельефами из жизни древних греков, каменными каминами и античными статуями. А вот в этом зале, который называется «Императорский», представлены портреты наиболее знаменитых представителей рода Воловичей. Кто такие Воловичи и чем они известны в Беларуси? Род Воловичей – это известный старинный белорусский род. Историки разных стран сошлись во мнении, что его представители оказали очень большое влияние на белорусскую историю, культуру, социально-экономическое развитие не только времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, но даже современной Беларуси. Воловичи являются ярким примером того, как белорусский род достиг очень высоких социальных позиций. Например, особенно яркий представитель этого рода Астафий Богданович Волович дошел до действительно серьезных социальных вершин. Он был канцлером Великого княжества Литовского, и представители рода Воловичей участвовали в крупнейших событиях Великого княжества Литовского и занимались подготовкой и подписанием Люблинской унии 1569 года, участвовали в подготовке статутов 2 и 3 и многое-многое другое, что позволяет считать их деятельность не просто важной, а судьбоносной. Все эти красивые предметы интерьера восстановлены по эскизам и старым фотографиям, на которых были запечатлены интерьеры дворца, потому что тут мало что осталось от бывших владельцев. Ни время, ни мировые войны, ни смена эпох не пощадили дворец Воловичей. Комплекс очень сильно пострадал во время Первой мировой войны. В 1930 году дворец стал собственностью Департамента здравоохранения Польши и был приспособлен под элитный реабилитационный центр, а в 1930-33 годы его по большей части даже реставрировали, но, увы, работы не были завершены, так как по тем временам это были огромные деньги – до 500 000 злотых. Существует легенда о призраке белой панночки, замурованной в стенах дворца и старых подземных ходах. А однажды этот дворец даже проиграли в бильярд, чего в нем только не было на протяжении всей его истории. Здание дворца в основном сохранило первоначальную планировку и большую часть внешнего декора до наших дней. Из внутреннего убранства уцелели камины, обрамление дверей и частично лепнина. В конце XIX века Волович проиграл родовое имение в бильярд Гурскому. После владельцы очень часто менялись. Так, в 1909 году упоминается мещанин Абрам Мирецкий, от которого дворцовый комплекс перешел к Гумницким. Земли были раздроблены, а усадьба очень быстро пришла в упадок.
Все, что можно было унести, исчезло. Даже дворец хотели разобрать на кирпичи. Позже оно за долги перешло государству. И так как комплекс очень сильно пострадал во время Первой мировой, то, конечно, восстанавливать его было очень тяжело. И восстановление усадьбы было выполнено по проекту и под руководством профессора Оскара Сосновского. Немалую заслугу в спасении этого памятника имеет наш знаменитый гродненский историк Юзеф Иатковский и реставратор Зигмунд Раковский. Сохранились фото того периода, когда была проведена эта реставрация, где на первом этаже была устроена столовая, а залы на втором этаже даже получили тогда стильную новую мебель. Среди художественного оснащения появились несколько часов с боем, зеркала и подсвечники, и все это сегодня можно увидеть здесь. Также есть комнаты на первом этаже, которые тоже открыли. Это очень красивый зал, правда, он еще не до конца сделан. Видите, еще нет ни картин, ни фресок, ничего не восстановлено, остались пустые места, куда это будет повешено впоследствии. Но зал уже открыли для того, чтобы можно было пройтись и посмотреть, как это выглядело в начале 20 века, когда в 1930-х годах здесь была первая масштабная реставрация. Как видите, некоторые залы еще закрыты, и вот здесь уже висит герб с разнонаправленными стрелами, но уже с перьями, корона с перьями. Это говорит о том, что Воловичи уже получили графский титул. А здесь сохранился зал с камином, который имел отдельный вход и выход на улицу для того, чтобы кареты могли подъезжать с заднего хода и останавливаться, высаживать своих пассажиров. Как мне пояснили на экскурсии, в этом зале проводятся даже выездные регистрации брака. Очень красивая церемония в костюмах 19 века. Все это есть, можно взять на прокат. Поэтому, кто планирует свадьбу, ставьте себе галочку, что это можно провести вот в таком красивом месте. Помимо всего прочего, в комплексе сегодня открыт отель для туристов с номерами, где предоставляют завтрак и спа-процедуры. И также можно погулять по комплексу, посмотреть огромные вековые камни-валуны, часовню и аллею из вековых деревьев. Есть своя пивоварня и ресторан, так что голодными вы отсюда точно не уйдете. Как я уже упоминала, существуют легенды, связанные со старым дворцом. Одна из самых известных – это история о белой панночке. Дочь графа Воловича влюбилась в простого конюха. Узнав об этом, разгневанный отец велел утопить мужика в пруду, а беременную дочь живьем замуровать в колонну в одном из дворцовых залов. И до сих пор по дворцу бродит непрекаянная душа. Некоторые слышат ее шаги или видят белую тень на фото. Рассказывали, будто в послевоенные годы, когда здесь располагался госпиталь, один врач видел призрак девушки в голубом одеянии, летающий сквозь стены. Намного позже медсестры после отбоя якобы слышали, как в бильярдной, закрытой на ключ, перекатываются шары. Они вошли туда, сложили шары в треугольник, отдельно поставили кии, а дверь заперли на ключ. Через некоторое время опять услышали звук шаров в бильярдной, заглянули туда, а шары и кии разбросаны, рассказывали местные жители, кто работал в санатории в те годы. Интересно, что в исторических документах сведений об исчезнувших девушках не нашлось. По книгам дворянских родов, имеющимся в историческом архиве, у Антония дочерей не было, а у других были, но все они благополучно выходили замуж. Метрические книги, правда, не сохранились. Возможно, отец не записывал дочерей в книгу дворянских родов, поскольку в XVIII и XIX веках дочери не являлись наследницами и продолжателями рода. А по другой легенде, в окрестностях дворца есть подземный ход. Существует ли он на самом деле и куда ведет, к сокровищам или к тайному убежищу, никто не знает, но во время реконструкции вход не нашли. Вокруг дворца был разбит английский парк, посаженный сад, лес из грабов, сосен, кленов и устроены пруды, оранжерея и пасека. В дворцово-парковый комплекс была включена также находившаяся неподалеку часовня-усыпальница Воловичей. В 1889 году в стиле неоготика был построен домашний храм, часовня-усыпальница Воловичей.
С обратной стороны здесь была крипта с захоронениями, но сейчас там никаких захоронений нет. И все это было реставрировано в 2023 году. Ну а если вы не хотите столкнуться с мистическими явлениями, стоит обязательно посетить усадебный парк и найти уникальное дерево, которое состоит из двух сросшихся стволов и образует арку. Местные жители верят, что если пройти через эту арку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Сегодня усадьба Воловичи – это не только исторический памятник, но и место, где можно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и погружаясь в атмосферу прошлых веков. Вековые деревья, посаженные еще в XIX веке, пруды, в которых отражается дворец, свежий воздух и полное спокойствие. Приезжайте и убедитесь сами. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Мне очень понравилось. Очень заметные изменения. Особенно с моего последнего посещения. Наверное, больше 2 лет назад я была. Конечно, ничего этого не было. И вот это вот все, что восстановили, конечно, очень впечатляет. Берите экскурсии обязательно, потому что вам увлекательно расскажут о тех событиях, которые были здесь, происходили на этих землях, в том числе, как строился этот дворец, каких исторических личностей видели стены этого дворца и что здесь происходило на протяжении всей его истории. Ну а я, как всегда, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и всех обнимаю. Всем пока!